Ну что, сейчас проведу экскурсию по нашей выставке. Выставке батика «Красота каждый день». И что мы здесь видим? Ну, конечно, мы здесь видим каталог. Так и называется «Красота каждого дня». Видим здесь сказочный город, ну, действительно такую восточную историю. Тут и гранаты, и картина, и платок, и подушка, и тоже платок. И где растут гранаты? Конечно, в восточном городе. Здесь прекрасно вписалась вот и стол, и вот эти старые стены. Прекрасно вписалась работа Кристины Маларевой. Прям очень здорово. Угу. Здесь у нас космические одуванчики. Ну, трансформация в бабочку. Бабочка – это вообще мечта. Здесь у нас Таня Заневская и ее любимые яркие цвета. Кстати, маженты здесь маловато. В основном синяя история. Ну, тема любимых одуванчиков. Розовые на сером. Здесь такие мягкие, уютные подушки. Здесь тоже прекрасная работа Кристины Маларевой «Сердце Кавказа». Прекрасный горячий батик, тонкий. Ух ты, ну здесь тоже горячий батик и ажурные кракелюры. Решена эта работа. Лена Кириченко. Угу. Зимний лес. Это у нас скрытый резерв. Ух ты! Это Юлия Танская. Прекрасно подошла. Кстати, это ее ваза. Керамика. Сама собирала букет. И вот такая вот приятная композиция получилась. Здесь стена Наташи Масловой. Обожает она горячий батик и поняла тему поливки. Любит и поливку, и наброск. Ну и посмотрите, какие интересные работы получились. Ну что, идем дальше? Это только первый зал. Пошли во второй зал. Второй зал, ух ты, ну, конечно, в таких огромных проемах. Здесь, да, вот такие вот стены. В огромных проемах расположились платки девочек. Этот зал самый высокий, поэтому здесь мы поместили шарфы. Здесь композиция называется «Времена года». Весна, лето, осень и зима. Снег идет. И, между прочим, все на шелке, а этот снег идет на кашемире. Здесь приятные работы. Тоже и по цвету подобранные, ну и по какому-то настроению, да, природному. Да, очень нежные, светлые. Опа! Как же батик, шелк, смотрится прекрасно на просвет. Собственно, что и продемонстрировано на просвет нашими платками. Это работа Людмилы Кучиной, это питерская художница. Ну, собственно, здесь и видно крыши Питера и белые ночи. Это работа Татьяны Крутоголовой, а это, наоборот, южнее, Краснодар. Ух ты! Вот это тоже, посмотрите, такой очень интерьерный уголок получился. И здесь такие интерьерные работы. Вот они здесь. Опа. Пойдем в следующий зал. Следующий зал, путь лежит через лесенку. И прекрасные зеркала. Здорово. Так, мы прошли 2 зала. Впереди еще 2 зала. Здесь 4 зала. Что здесь мы видим? Здесь мы видим сказку, сказочная стена и, даже так сказала бы, сказочный уголок. Здесь у меня и Дарья Ревченко, это Вологда, и Людмила Кучина со сказочной птицей. Баба-Яга, уже несколько человек к ней приценивались, потому что они уже влюблены в эту бабу-ёшку, добрую, грозящую пальчиком. А еще вот эти все работы
Я потом включу светильник, вам покажу. Называется «Родословное древо». Дарья очень серьезно подходит к родословной. У нее целая, научная работа практически. Это летняя дочь, прекрасно сделанная работа в горячем батике от Елены Евдокимовой. И внизу подушечки. Как же не разместить подушечки вместе с батиком? Здесь платков, шарфов очень много, поэтому мы их просто разместили на ширме. Очень удобно подойти, посмотреть, и мало места занимает, и ассортимент богатый. Ух ты, здесь зимнее пальто, но с южным павлином от Нади Чириковой. А здесь романтический дракончик разместился в нарциссах от Наташи Токмаковой. Ух ты, что здесь? Что здесь? Какая красота! Практически красный уголок. Красный уголок, сделанный мастерами Ольгой Колесниковой. Вот ее панно Макаш. И таким красно-серым платьем от Нади Чириковой. Прям действительно получилось очень атмосферно. И, между прочим, меня многие спрашивали, что это за ткань. А это ткань дикий шелк. Чесуча. На ней, совершенно по-другому работа смотрится. Очень здорово. Атмосферно, они как будто объемные. Ух ты, такой огромный палантин. Здорово. Ух, да, это стежка. Вы правильно поняли. Это такое панно, салфетка интерьерная. Здесь все соединено. И лен, и хлопок, и шелк. И все это еще простегано. Смотрите, как изящно смотрится. Очень хорошо. И это работы, практически уголок у меня получился. Светлана Гущина, это из Италии, художница, участница. И у нее здесь вот прям сельская местность сельская местность Калабрии. Вот. А это у нас художница, она живет и в Сергиевом Посаде, и обожает Индонезию. Она там часто бывает. И такие южные, яркие, солнечные цветы у нее получились. И опять, это батик, просвет, потому что это все шелк и очень здорово смотрится. Это тоже очень нежная работа. Тут у нас Италия, да? Это сельская местность Калабрии и Венеция Наташи Бодиной. Кайф. И такая нежная маленькая работа. Очень здорово. Пуанты. Пошли дальше. Что здесь мы видим? Здесь мы рисовали платок. Называется «Оставь свой след». Он уже нарисован. Что здесь? Тут интересная задумка. Плетется из лозы такие розетки и добавляется батика. Здесь работы Леночки Антроповой, и диптих, и триптих, и все это опять же на просвет. Вот чем здорово работать с батиком. Так, это у нас душа Байкала. Огромная работа панно на Нади Чириковой. Очень детальная работа. Надя – это просто фанат аккуратности и графики. Это вы сейчас тоже можете заметить, потому что здесь несколько ее работ. Кимоно шелковое, изящное. Такая очень кропотливая работа. И, кстати, все ракушки украшены перламутровой краской. Тоже нежная работа Ани Исуповой. Тут у нас, море. И впечатление Мане, и шелковый такой палантин с ракушками. И плавно переходим на поле. То, что всегда вдохновляет. Цветы, колосья, одуванчики солнечные. Это отражение графичной работы, но сделаны уже в горячем батике. Чувствуете, насколько они разные? Тоже Надя Чириковой. Здесь моя композиция
интерьерная. Это такая общая интерьерная история, называется «Ноябрьский рассвет». Здесь и абажуры, и платки, и шарфы, ну и, конечно, интерьерные картины и панно. Ну, вот так я вам провела небольшую экскурсию по нашей выставке. Выставке батика «Красота каждого дня». Вы видите, почему она так и называется? Потому что, ну, действительно, это очень красиво.